Здравствуйте. Пока я готовлю титры для очередного ролика о лицемерии нашего правительства в отношении местных протестов по сравнению с протестами, которые происходили за границей. Хотел поднять еще один быстрый перевод статьи от того же издания. Как всегда, ссылка будет в описании на оригинал, а я, в принципе, просто представляю вам перевод. И вообще, если вам интересно, я так понял, что если вы, подписываетесь на мой канал, я, во-первых, очень счастлив, потому что это означает, что вас заинтересовало, но тогда вы получаете автоматические нотификации, что вышел новый ролик, поэтому если вам важно следить и вам понравилось, что и как я говорю, и каким образом я освещаю события и вам интересно, подписывайтесь. Я очень был счастлив видеть комментарии людей, которые просмотрели ролики. Стараюсь ответить на все комментарии. Если вам будет интересно, чтобы я затронул какую-то другую тему, на данный момент я говорю просто о том, что происходит в Канаде, потому что это то, что на данный момент меня очень сильно волнует, я очень сильно переживаю по этому поводу и хочу показать всему миру, что происходит на самом деле глазами простого человека. Вот. Но если вы захотите, чтобы я осветил или какую-то другую тему или рассказал свое мнение о той или иной теме, пишите в комментариях, я с удовольствием постараюсь проверить, решить, что я думаю по этому поводу и поделиться с вами. Опять же, понятия не имею, как это работает, потому что не занимаюсь этим профессионально, но насколько я видел, что когда я подписываюсь на другие каналы и у них выходит новый ролик, я получаю извещение на своем телефоне и просматриваю очередной ролик человека, который меня заинтересовал. Значит, вернемся к теме ролика. Разговор пойдет о еще одной статье того же издания по поводу связи канадских военных с неонацистским батальоном Азов в Украине. Опять же, это не значит, что все украинцы неонацисты, конечно же. Это специфично просто показать лицемерие людей, которые обвиняют сотни тысяч людей, десятки или сотни тысяч людей в поддержке расизма, в то время как сами, как таковой, это делают. Вот. Значит, начнем дословный перевод. Статья – это обвинение в том, что канадские войска обучают неонацистов и военных преступников, вызвали военную проверку. Значит, была запущена проверка внутри армии на эту тему, и посмотреть, что действительно произошло там. Статья от ноября 2021 года, значит, проверка до сих пор, расследование до сих пор идет. Значит, поехали. Расследование того, как Канада утверждает, куда она посылает своих военнослужащих, чтобы тренировать других военнослужащих, должен быть готов к началу следующего года, в принципе, в этом году. Но, как сказало Министерство обороны, некоторые части расследования будут оставаться засекреченными. Вот. Расследование следует за опасениями, высказанными еврейскими группами по поводу предполагаемого участия канадских войск в обучении неонацистов в Украине, а также за прошлогодними предупреждениями солдат о том, что некоторые иракцы, получившие тренировку из Канады, были причастны к пыткам и изнасилованиям. Представитель Министерства обороны Дэн Лебедье заявил, что расследование началось в конце октября. В этом расследовании будут рассмотрены все миссии, в которых армия Канады исполняла функции тренировок и улучшения потенциала вооруженных сил другой страны, сказал он. Но он сказал также, что некоторые детали проверки останутся в секрете, поскольку особенности процесса, с помощью которого армия проверяет, кого они должны тренировать, кого они готовы тренировать, попадает под ограничение оперативной безопасности. Но критики отмечают, что канадские вооруженные силы на самом деле не проводят проверку того, кого тренируют. И в этом и есть самая настоящая проблема. Они оставляют такую проверку на усмотрение нации, предоставляющей войска для обучения. Расследование появилось в то время, как еврейская группа в Украине освещает новое видео, в котором украинские десантники поют песню в честь Степана Бандеры.
Бандера был антисемитом и пособником нацистов, чья организация связана с убийством более 100 тысяч евреев и поляков во время Второй мировой войны. Его уважают в украинских националистических и ультраправых кругах. Канадские военные были предупреждены в 2015 году перед началом своей тренировочной миссии на Украине о опасности ультраправых в украинских военных рядах, но высшее руководство в значительной степени проигнорировало эти опасения. Не будем забывать, что в 2016 году министром иностранных дел стала Фриланд, а корни у нее, как вы уже видели в моих роликах. Вот, так что дальше. В понедельник эта газета сообщила, что в 2018 году канадские официальные лица встречались с членами батальона Азов, украинского подразделения, связанного с неонацистами. Об этом я говорил в моем предыдущем ролике. Офицеры и дипломаты не осудили подразделение, но вместо этого были обеспокоены тем, что СМИ раскроют подробности встречи. Канадцы разрешили сфотографироваться с бойцами батальона, что батальон Азов затем использовал в своих пропагандистских целях. Опять же, в сентябре, тут идет разговор про то, что мы уже говорили, в сентябре отчет университета Джорджа Вашингтона в США показал, что украинские солдаты связаны с неонацистским движением, такие как Азов, хвастались, что прошли обучение в Канаде и других странах НАТО. В прошлом высшее руководство Министерства обороны и канадских вооруженных сил неохотно осуждало прославление нацистских коллаборационистов как в Латвии, так и на Украине, в двух странах, где проводят подготовку канадские войска. В сентябре 2019 года министр обороны Латвии Артис Пабрикс публично похвалил членов латвийских СС, сражавшихся на стороне нацистов, отметив, что они являются гордостью латышского народа и государства, и что Латвия никогда никому не позволит опорочить свою память. Тогдашний министр обороны Харджит Саджан, близкий друг Пабрикса, отказался осудить прославление подразделения СС, а канадские генералы хранили молчание. В состав латышских СС входили те, кто участвовал в убийстве евреев во время Холокоста. Кроме того, что члены отряда были одними из последних, кто сопротивлялся в защите нацистского режима в Берлине. Однако еврейские группы осудили комментарии Пабрика. Учитывая тот факт, что латышские СС боролись за победу Третьего рейха, самого геноцидного режима в истории, и что среди тех, кто служил в нем, были активные участники массовых убийств латышского еврейства, а также немецких и австрийских евреев, депортированных нацистами в Ригу. Такие комментарии непонятны, не говоря уже о том, что они глубоко оскорбительны, исходящие от старшего министра страны, являющего полноправным членом Европейского Союза и НАТО, отметил в своем письме протеста Ефраим Зуров из центра Симона Визенталя, правительству Латвии. Учебная миссия Канады в Ираке также столкнулась с проблемами. Ранее в этом году эта газета сообщала, что в 2018 году канадские солдаты жаловались своим командирам на то, что иракские войска, которых они обучали, были военными преступниками, которым нравилось показывать видеозаписи своих зверств, включая казни заключенных и изнасилование женщин до смерти. Но после того, как они сообщили о своих опасениях канадскому военному руководству, солдатам было приказано продолжать обучение и не смотреть видео, которыми иракцы хотели поделиться с ними, согласно документам канадских вооруженных сил. Значит, они продолжали их обучать, а солдаты, которые, они понимали, что что-то тут не то, и пожаловались, им сказали, что, вы просто не смотрите видео. Отвернитесь. Вот они показывают, а вы отвернитесь, продолжайте их тренировать. Пусть они делают то, что делают, пусть они насилуют женщин, пусть они убивают заключенных, какая там демократия, всем по барабану. Вы делаете свое дело молча, спокойно, потому что кому-то там надо выслужиться перед ними. Вот. И так же, как и в связи с латышскими армией и неонацистами в Украине, у нас, понимаете, у нас вот есть Труда, есть Фриланд, у которого дедушка был нацистом. Можно не связывать, а можно и связать. Но вот как вам понравится, и опять же, пишите в комментариях, постараюсь ответить. Даже если это кто-то не согласен, попробую все-таки объяснить свою точку зрения в комментариях, если не получилось в видео. Подписывайтесь на канал просто для того, чтобы получать извещения. Опять же, вы сами видите, все любительское, делаю это не на профессиональной почве и не для того, чтобы сделать это коммерческим каналом, а именно просто мне очень понравилось иметь возможность высказать свое мнение, рассказать, что думаю по этому поводу и так далее. И очень приятно видеть комментарии и просто общаться с людьми даже через эту платформу. Спасибо.